В сегодняшнем видео поговорим о базовых принципах приготовления круассана. Если мы используем опару для круассанов, то это нам дает больший объем, лучшую формоустойчивость изделия и лучшее раскрытие слоев. В некоторых случаях для этого могут использоваться отдельные улучшители. Но если говорить про простой способ производства, то и нужно использовать опару, такую как бига или пулиш. Они отличаются влажностью, но и тот полуфабрикат призван к тому, чтобы поставить в готовое круассанное тесто уже образованную клейковину, и как следствие замес слоеного теста будет быстрее, что исключает его перегрев. На стадии замеса для нас важны температура воды, а также ингредиенты, которые входят в состав самого теста. И особенно самый важный ингредиент – это мука. Мука должна быть с высоким содержанием белка, от 12% в сухом виде и более. Обычно используют 13%. Если ваша мука, например, высший сорт, то зачастую в этой муке примерно 10% белка. Соответственно, мы должны добавить к ней примерно 3% глютена в сухом виде. И от этого получится, что на каждый килограмм муки мы должны где-то добавить 30 грамм глютена. И мы получим примерный вариант муки для круассанов. Конечно, не каждую муку можно исправить только глютеном, но как правило, большинство муки высшего сорта от любого производителя обладает нужными техническими характеристиками, поэтому в нее лишь достаточно добавить глютен. А если вы еще будете использовать опару, то есть бигу или пулиш, то в этом случае вы еще можете получить чуть лучшее растяжение самой клейковины и как следствие чуть больший объем. Добавлять опару, то есть бигу и пулиш, можно начинать от 3% к массе муки, то есть от 30 грамм на килограмм муки. И дальше уже смотреть, какой результат у вас получается. Конечно, большие дозировки опары могут дать достаточно высокую кислотность, и это уже приведет к негативным последствиям, разжижению теста и какому-то браку. Поэтому здесь нужно достаточно аккуратно подходить к дозировкам данных полуфабрикатов для того, чтобы получить лучший вариант слоеного теста. После того, как осуществлен замес, температура теста в конечном итоге должна быть 25-26 градусов. И после этого тесто обязательно отправляется на отдых. Отдых происходит при температуре плюс 3, плюс 6 градусов и начинается от часа, иногда и более. В этом случае клейковина расслабляется, и мы получаем более растяжимое тесто, более пластичное тесто, и как следствие, когда мы будем проводить механическую обработку этого теста и слоить его, мы не получим разрывов каких-то. Тесто будет эластичным, пластичным, и мы сможем правильно его раскатать, и внешний вид круассана будет максимально лучшим. После того, как у нас прошел отдых или ферментация от 1,5 до 2 часов, здесь чем больше отдых вы будете делать, тем меньшую дозировку дрожжей вам нужно добавлять в тесто. Поэтому здесь нужно тоже тестировать. Берите какую-то базовую рецептуру и смотрите, как лучше сделать. После того, как наше тесто отдохнуло и прошло этап ферментации, мы должны осуществить слоение. Слоение может происходить в разных видах. Как я и сказал ранее, либо мы можем использовать маргарин для слоеного теста, который очень тугоплавкий и который хорошо раскатывается и достаточно пластичный. Либо тугоплавкое сливочное масло, которое приспособлено для слоеных изделий. Но со сливочным маслом стоит заметить, что температура внутри цеха должна быть оптимальной. 18 градусов, я думаю, не более. Как правило, в этом цеху используется кондиционирование. Если в вашем цеху нет кондиционирования или то место, где вы слоите слоеное тесто, не приспособлено по температуре для данного вида теста, вы после каждой прокатки тесто обязательно должны помещать либо в морозильную камеру, либо в холодильную камеру. Здесь уже все зависит от той технологии, которую вы будете выбирать. Слоение на этом этапе может происходить в разных видах. Как правило, слоение отличается количеством складывания теста и, как следствие, количеством слоев. Оптимальным решением будет 3 складывания. Первое складывание мы вкатываем маргарин, второе складывание и третье складывание. И в этом случае мы получим, наверное, максимальный объем круассана из-за того, что слоев будет не так много и, как следствие, объем изделия будет чуть-чуть больше по сравнению с другими вариантами слоения. Другие варианты слоения отличает то, что количество складываний будет больше. Но в этом случае внутри
То есть структура самого круассана будет другой, а он будет более мелкопористым. И здесь уже важно понимать, какой результат вы хотите получить, и от этого исходить в приготовлении данного полуфабриката. После того, как вы осуществили слоение, важно, чтобы из всего слоеного теста вы вырезали изделие, потому что если оно будет по размеру не оптимальным, то у такого слоеного теста достаточно большое количество остатков. И это, как правило, негативно сказывается на производительности и на себестоимости. Поэтому стоит раскатывать слоеное тесто под размер трафарета под круассан. В этом случае остатки будут минимальны. И как следствие из всего объема теста вы получите изделие. После того, как вы нарезали тесто на круассаны, их необходимо скрутить. Скручивать нужно достаточно плотно, потому что чем плотнее прилегают слои теста друг к другу, тем лучше они склеются, и тем более равномерная структура внутри самого круассана будет, и тем лучший вариант мы получим самого изделия внутри. После того, как мы правильно скатали круассаны, мы должны их поместить в расстоечный шкаф. Как я и сказал ранее, температура расстойки от 28 до 30 градусов по Цельсию. Иногда может больше быть, но здесь уже важно заметить, что больше это, скорее всего, для расстойки круассанов на маргарине. На масле выше 28 у вас вряд ли получится сделать, иначе масло будет таять и просто впитываться в тесто. И в этом случае вы не получите равномерный слой, что недопустимо, потому что в этом случае это будет булка, а не круассан. После того, как мы достали изделие из расстоечного шкафа, время расстойки начинается от часа и может доходить до 2 и более часов. Все зависит от технологии производства. Если мы берем максимально простой одностадийный способ, то расстойка занимает где-то примерно 1,5 часа. Дозировка дрожжей в круассан, конечно, выше, чем, например, в хлеб, и может быть даже чуть-чуть повыше, чем в сдобу, потому что жира там достаточно много, тесто тяжелое, и как следствие оно требует интенсивного разрыхления для того, чтобы мы получили необходимый внешний вид и вид внутри, то есть текстуру круассана, которая должна быть. После того, как мы достали круассан из расстойки, мы должны его смазать и поместить уже в печь. Печь разогреваем, как я и сказал ранее, до температуры 195 градусов по Цельсию. Это важно для того, чтобы начал интенсивно выделяться газ, и как следствие объем круассана был оптимальный, и его внутренняя структура была оптимальной. Выпечка происходит до полного выпекания изделия, потому что если изделие достать чуть раньше, мы получим такой вариант, что слои полностью не сформировались, и они могут просто сбиться в комок. Также этот эффект может происходить от низкого содержания глютена и неправильного глютена, то есть неправильной клейковины в самой муке. То есть неправильно замесили, белок в муке недостаточно подходящий для такого изделия. И внутри круассана мы точно так же можем получить такой квеклый сырой мякиш без образования слоя. Большая вероятность такой брак возникает из-за того, что в нашей муке недостаточно белка или белок неправильный, но также он может возникать из-за того, что вы просто не допекаете изделие в печи. Как правило, круассаны обладают ярким внешним видом. Если вы хотите не яркий внешний вид, то есть не такой интенсивный колер, то в этом случае стоит ввести одностадийный способ, без заквасок, без опар, для того, чтобы этот цвет был более соломенным. Конечно, температуры выпечки могут отличаться, но все равно они начинаются от 185. И я бы рекомендовал на начальном времени выпечки выпекать на температуре 195 какое-то время, а потом можно уже снижать. Вентилятор также должен обдувать интенсивно для того, чтобы наш круассан полностью и правильно сформировался. После того, как мы достали круассан из печи, есть вариант, когда их смазывают сиропом. В этом случае круассан покрывается какой-то дополнительной глазурью, и у него получается чуть-чуть другие вкусовые характеристики, и появляется дополнительная сладость. Можно не смазывать сиропом, а просто достать и все. Первый и самый основной принцип – это наличие муки с высоким содержанием белка. Помимо того, что в вашей муке должно быть достаточно высокое содержание белка, то есть 12-13% в сухом виде, но еще в ней должен быть белок, который имеет достаточно высокую степень растяжения. То есть это не должен быть короткорвущийся белок, потому что в этом случае, если белок будет короткорвущимся, увеличение самого круассана будет происходить
Поэтому увеличение самого изделия, то есть круассана, будет неправильным. И его объем будет существенно меньшим, чем он может быть. Поэтому первый принцип – это мука с высоким содержанием белка. И к нему относящийся пункт, что мука должна быть с белком, который достаточно растяжимый для того, чтобы получить необходимый объем. Помимо муки важен еще правильный замес. Слоеное тесто требует достаточно длительного замеса, поэтому в такой вид теста добавляется холодная вода, которая может достигать 1, 2, 3 градусов, иногда 4 градусов по Цельсию. Это делается для того, чтобы когда происходил достаточно интенсивный замес, тесто не перегревалось. В конце замеса температура теста для круассанов не должна быть выше 26 градусов. Для охлаждения воды также может использоваться лед. Но в этом случае стоит учитывать, что лед должен быть чешуйчатым. Если вы будете использовать другой вид льда, то в этом случае замес может быть дольше, так как такой лед будет повреждать клейковинный каркас. Поэтому в пекарнях используется чешуйчатый лед. Воду перед замесом нужно охладить. Та вода, которая есть из центрального водоснабжения, у нее достаточно высокая температура. Поэтому охлаждать воду здесь можно либо в холодильнике, либо в морозильной камере. Важным аспектом при приготовлении круассанов и слоеных изделий является то, что тесто должно быть правильно замешанным. То есть клейковина в этом тесте должна образоваться полностью. В этом случае мы получим максимальный объем и правильный внешний вид. К тому же внутри слоистость круассана будет оптимальной. Стоит заметить, что круассан — это достаточно сложное изделие для производства. И обусловлено это в первую очередь тем, что круассан имеет форму рулета. Соответственно, верхние слои теста давят на нижние слои теста. И как следствие мука должна быть с высокой газоудерживающей способностью. В этом случае верхние слои будут давить все равно на нижние, но нижние слои при выпечке смогут раскрыться. Когда в муке недостаточно белка, как правило, в этом случае слои, которые есть в самом круассане, не раскрываются. Но при этом сами слоеные изделия более простой формы могут получаться. Поэтому по круассану можно определять качество вашей муки для слоеных изделий. Помимо того, что у нас должен быть правильный замес, правильная мука, нам еще необходима верная температура в конце замеса. Как я уже и сказал, это 26 градусов. Существуют разные технологии приготовления слоеного теста и круассанов. Есть простой одностадийный способ, когда мы замешиваем тесто для круассанов, даем ему небольшой отдых и после этого уже слоим и разделываем на изделия, растаиваем и выпекаем. Бывает двухстадийный процесс производства круассанов, когда мы хотим в первую очередь исправить нашу муку. В этом случае мы можем использовать для замеса теста опару. И опара, как правило, готовится от 12 до 16 часов. Этот двухстадийный способ помогает сделать так, что тесто для круассанов будет замешиваться быстрее, клейковина в этом тесте будет образовываться лучше и быстрее. И как следствие слоистость и объем такого изделия будет лучше. В то время как остальной процесс будет как у первого вида. То есть мы замесили опару, замесили тесто, потом какое-то время тесто у нас отдохнуло, прослоили, расстояли и потом выпекаем. И вот это, наверное, два основных способа. Дальше эти способы могут отличаться по времени расстойки. То есть мы можем, например, использовать отложенную расстойку, когда мы ставим круассаны с вечера в холодильник, и потом по заданному времени наши круассаны растаиваются в тепле, и уже потом мы их можем выпекать. Также есть вариант производства, например, просто в холодильник слоеных изделий, когда мы их ставим в холодильник, какое-то время ждем, обычно это ночь, для того, чтобы с утра нам не заниматься слоением и формовкой. И потом мы их ставим в расстоечный шкаф и точно так же выпекаем.
Конечно, отложенная расстойка нужна в первую очередь для того, чтобы оптимизировать процесс выкладки изделий на витрину. И здесь уже большинство пекарен, конечно, не используют такую технологию. Но холодильник есть практически в каждой пекарне, поэтому производство круассанов через холодильник тоже имеет место быть. Давайте теперь поговорим об основных стадиях производства слоеного теста. На сегодня у меня все. Ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До свидания.